Глубины Мирового океана изучены меньше, чем поверхность Луны. Мировой океан покрывает 70% земной поверхности и простирается вглубь до 11 километров, в самой глубокой его точке. Понятно, что такой объем изучить невозможно. И то, что скрыто в глубине океанов, увидеть очень сложно. Лишь специальные глубоководные аппараты способны погружаться на километры вглубь. Погружаясь, попадаешь будто на другую планету, потому что здесь живут странные и загадочные существа. Например, как этот сельдяной король. Он настоящий гигант. Его длина 10 метров. Он почти всегда находится в вертикальном состоянии. Обитает на глубине 500 метров, но иногда появляется у поверхности и попадается рыбакам. Глубоководный мир многообразен. Раньше думали, что на глубине при огромном давлении и отсутствии солнечного света жизни нет. Но теперь ученые знают, что это обширный мир для исследований, и предстоит сделать еще множество открытий. Это глубоководная ракообразная цистисома. Она прозрачная, как стекло. Ее практически невозможно заметить в глубине. У нее огромные глаза, позволяющие видеть в темноте. Есть здесь и свои монстры, как этот антарктический плосконос с огромными зубастыми челюстями. Или глубоководный удильщик с отростками на плавниках. Издалека он напоминает люстру. Местные хищники очень терпеливы. Они буквально замирают, пока что-то не проплывет мимо. На глубине около 7 километров дрейфуют коронамедузы. Здесь мало еды, и местные существа питаются тем, что падает с поверхности, так называемым морским снегом. Коронамедуза расправляет щупальца и ловит мелкие частички. На глубоководном морском дне, примерно на километровой глубине, обитают химеры, родственники акулы. Они движутся медленно, впрочем, как и все на глубине, так они экономят энергию. На глубине тоже есть свои коралловые рифы, их формирует лофелия. Местные рифы лишены цвета, как и многие другие организмы, обитающие в полной темноте. Если рассмотреть эти кораллы поближе, то можно увидеть, что они живые. Стрекательные щупальца хватают все, что им попадается. Кадры будто из фантастического фильма про другую планету. Но это реальность. Здесь же живет многощетинковый червь. Он крадет то, что поймают полипы. Это существо могло бы послужить прототипом для какого-нибудь монстра в фильме ужасов. Это существо так просто не встретишь. Все потому, что он обитает на большой глубине, до 3000 метров от уровня моря. Это пеликановидный большерот. Еще его называют пеликановый угорь или глотающий угорь. Он так раздувает свой рот, что становится похожим на шар, и сразу не поймешь, что за существо перед нами. Обитают они в умеренных и тропических районах всех океанов.
Это очень скрытное животное. До этого момента никогда не удавалось снять его на видео. Это глубоководный длиннохвостый кальмар Asperatezis mangaldae. Это самые первые его кадры. Они сняты на глубине 930 метров. Ученые пока до конца не выяснили, зачем ему такой хвост. Возможно, для имитации других животных. Посмотрите на это. Какое-то странное существо как будто тянет что-то на буксире. Это один из видов сифонофора. Сифонофоры – это колонии свободно плавающих морских животных, встречающихся преимущественно в теплых морях. Колонии состоят из главного ствола, к которому крепятся особи – зооиды. Сифонофоры имеют самые причудливые формы и могут достигать гигантских размеров в несколько десятков метров. А это существо возрастом в 200 миллионов лет. Перьевые морские звезды. Это беспозвоночные, относящиеся к морским лилиям. Они имеют множество отростков, похожих на перья, и умело ими двигают, чтобы плавать. В этот момент выглядят они очень красиво. А это химера, или акула-призрак. Она обитает на очень большой глубине, до 2,5 километров. Поэтому заснять ее на видео очень сложно. Это древнее существо, которое существует на нашей планете уже 400 миллионов лет. Но о ней не так много известно. Ее белые слепые глаза выглядят пугающе. Одной из наименее изученных экосистем в мире является глубоководное дно. На огромной глубине обитает множество невероятных созданий. Вот одно из них. Рыба-тренога. Рыбы-треноги обитают на глубине до 6000 метров. Они распространены почти по всему миру и уникально сконструированы для своего образа жизни. Вместо того, чтобы плавать по дну в поисках пищи, эта рыба позволяет своей еде найти себя. Но в отличие от лягушек или подобных рыб, которые полагаются на камуфляж и ловят ничего не подозревающую добычу из засады, рыбам-треногам даже не нужно двигаться во время охоты. Вместо этого они сидят неподвижно на длинных тонких плавниках над морским дном и выхватывают добычу из водной толщи. Они поворачиваются передней частью тела против течения. Это позволяет их предпочтительной добыче, зоопланктону, попадать прямо в пасть. Охотнику не нужно прилагать даже малейших усилий, чтобы поймать еду. Рыбы-треноги получили свое название, потому что они выглядят так, как будто они сидят на треноге. Несмотря на среду обитания, рыбы-треноги достаточно хорошо изучены. Они живут на мелкозернистом песке на глубине, как правило, глубже, чем может проникнуть свет. Эти животные имеют специализированные приспособления, называемых лучами.
Лучи длиннее самой рыбы и свисают с плавника, когда рыба плавает. Лучи имеют специальную конструкцию. У них даже есть подушечки, которые защищают лучи во время контакта с морским дном. У рыб треног очень маленький плавательный пузырь. Это важно из-за давления на глубине. Плавательный пузырь – это газонаполненный орган, который помогает рыбам поддерживать нейтральную плавучесть, благодаря чему они не тонут и не поднимаются в толще воды бесконтрольно. Это удивительное существо называется рыба-фонарик. При взгляде на нее создается ощущение, что ее глаза светятся. Отчасти так и есть. Под ее глазами расположен объемистый светящийся орган, свечение которого обеспечивают симбиотические бактерии. Рыба по желанию способна включать и выключать свой фонарь, благодаря черной заслонке, которая поднимается или опускается перед органом. Это что-то вроде проблескового маяка. Свой светящийся орган рыбы используют при поиске добычи, уклонении от хищников, а также для общения с другими представителями своего вида. Обитают эти удивительные рыбки в западной части Индийского океана, в районе Красного моря, Комодских островов и острова Реюньон. Есть они даже на Мальдивах. Эта рыба небольшая по размеру, максимум 12 см в длину. Обитает на относительно больших глубинах, обычно ниже 200 метров, хотя известно, что ночью они перемещаются в более мелкие воды. Она – ночной хищник, проводящий день в пещерах и расщелинах и проявляющий активность ночью, когда рыба выплывает из укрытий в поисках пищи. Обычно она охотится большими группами вдали от рифа. Световые органы рыбы позволяют ей уклоняться от хищников. Для этого она применяет стратегию «моргни и плыви». Она медленно плывет в одном направлении с включенным светом, после чего моргнет им и хаотично меняется в другом направлении. Эти очаровательные существа являются наглядным примером того, насколько разнообразной может быть морская жизнь и как виды могут адаптироваться к жизни в различных средах обитания. Их необычайная способность производить свет служит инструментом выживания в глубоких темных частях океана, куда не проникает солнечный свет. С наступлением ночи в коралловых рифах становится особенно опасно. Здесь прячется настоящий монстр. Представляю вам невероятное существо, спрятанное в глубинах океана. Он прячется в иле морского дна, оставляя на поверхности лишь свои огромные челюсти, и поджидает добычу. Молниеносный удар, и добыча поймана. Червь утаскивает жертву под землю и там поедает ее. Но иногда и он может промахнуться. Имя ему – австралийский пурпурный червь или червь Боббита. Не только рыба может стать его обедом, осьминог тоже подойдет. И кальмар сгодится. Еще больше ужасает то, что длиной этот червь может вырастать до 3 метров. 3-метровый червь, который утаскивает своих жертв под землю, это реально страшно. Справедливости ради скажу, что он довольно тонкий и больше похож на веревку. Его диаметр примерно как большой палец руки. Червь Боббита встречается в Индонезии, Австралии, вблизи островов Фиджи, Бали, Новой Гвинеи и на Филиппинах. Червь способен затащить под землю и съесть кого угодно. Даже эта рыба фугу, которая очень ядовита, не может чувствовать себя в безопасности.
Рыба-фугу имеет интересный защитный механизм. Она раздувается при опасности и становится как шар, тем самым избегая множества неприятностей. Однако червя Боббита это не останавливает. Хоть и с трудом, он все же утаскивает ее. Эти маленькие лещи придумали интересный способ, как обезопасить себя. Обнаружив логово червя Боббита, рыбы сдувают песок, скрывающий его, и могут более безопасно кормиться. Но всегда найдется кто-то не очень осторожный. В этом подводном лесу много опасных хищников. Обычно их приближение можно заметить, и тогда есть шанс спастись. Но что делать с такими монстрами? Это плоскотелая акула или акула-ангел. Во время охоты она закапывается в песок и может ожидать так часами или даже днями, пока очередная жертва не проплывет рядом. Эти акулы обитают в прибрежных зонах на глубине до 100 метров. Хотя эта акула обитает на дне и кажется безобидной, из-за своих мощных челюстей и острых зубов она может нанести болезненные рваные раны, если ее спровоцировать. Она может укусить, если ныряльщик приблизится к голове или схватит ее за хвост. В водах мангровых зарослей Северной Австралии обитает крайне удивительное существо. Это тигровый рак-богомол. Опасный хищник около 40 сантиметров в длину. Механика его охоты проста. Он сидит в своей норе в засаде, и как только жертва подплывет на расстояние удара, атакует. Затем он тащит жертву в свою нору и там поедает. Рака-богомола с таким стилем охоты по-простому называют хватающим. Но есть еще рак-богомол с атакующим стилем охоты. Это рак-богомол. Он очень красив. Несмотря на свой маленький размер, до 20 сантиметров в длину, он обладатель самого сильного удара в мире. Рак-богомол исследует дно в поисках добычи. Он способен моментально ускоряться, словно пуля. Его глаза – одни из самых совершенных в мире. От его глаз ничто не скроется. Жертва замечена, но она скрыта в броне. Для рака-богомола это не проблема. Это маленький осьминог. Он вышел поохотиться на моллюсков.
Он слишком близко подобрался к норе рака-богомола, и тот принимает угрожающую позу. Осьминог не реагирует, и тогда богомол идет в атаку. На голову осьминога обрушивается сокрушительный удар со скоростью пули. После такого осьминог в шоке и решает отступить. Но богомол вдогонку наносит еще один удар, навсегда отбивая желание у осьминога связываться с этим существом. Рак-богомол очень агрессивен, держитесь от него подальше. Конусные улитки – поразительные существа. У них имеется впечатляющий набор предметов и оружия. Первое, что бросается в глаза, так это дыхательная трубка, называемая сифоном. С помощью нее улитка втягивает воду в жабры. Также она служит органом, улавливающим добычу. Когда добыча найдена, в дело вступает небольшой хоботок с гарпуном внутри. Скорость его выстрела высока. К тому же улитка впрыскивает яд, обездвиживая жертву. Яд настолько сильный, что может убить человека. Огромный рот улитки раскрывается и поглощает рыбу целиком. Коралловые рифы – это кладовая питательных веществ и одно из самых оживленных мест обитания на планете. Сотни видов различных морских существ находят здесь свой дом. Хищники и жертвы находятся в балансе и прекрасно дополняют друг друга. Экосистема стабильно развивается. Но есть одно существо, которое может полностью уничтожить экосистему, развивающуюся сотни лет. Вот оно. Морская звезда Терновый венец. Названа так из-за своих ядовитых шипов. Если у простых морских звезд 5 лучей, то у тернового венца их от 12 до 21. Сотни трубчатых ножек перемещают морскую звезду размером в 50 сантиметров по морскому дну в поисках пищи. Питается она кораллами. Закрепившись на коралле, эта морская звезда выворачивает желудок, накрывая им участок, равный площади ее тела. Выделяемые желудком пищеварительные ферменты проникают сквозь поры известкового скелета кораллов и превращают полипов в питательный бульон. За год одна такая морская звезда уничтожает до 13 квадратных метров кораллов. Казалось бы, что этого мало, но опасность кроется в их численности. Терновый венец невероятно плодовит. Одна самка выпускает более 20 миллионов икринок. Огромное количество таких морских звезд может попросту уничтожить коралловый риф. Но у коралловых рифов есть надежда на спасение. Гигантская улитка Тритон – главный убийца этих морских звезд. Ее раковина может достигать 60 сантиметров. Она питается морскими огурцами и морскими звездами.
терновый венец – одно из любимых ее блюд. Гигантская улитка бросается в погоню. Да, скорость погони невелика, но поверьте, они стараются изо всех сил, и это смертельная гонка. Когда улитка догоняет, она вводит в морскую звезду парализующий яд. Ядовитые иголки тернового венца не причиняют вреда улитке, так как у нее выработался иммунитет. Улитка разрывает мягкие ткани звезды и высасывает все ее внутренности, оставляя лишь пустую оболочку. В этом райском месте Юго-Восточной Азии под морской гладью скрывается красивейший риф. Это настоящая кладезь различных существ. Много здесь и крабов, а крабы – это любимое лакомство каракатицы. Она, будто инопланетный корабль, парит над рифом, высматривая добычу. Лучше не высовываться. Тот, кто не успел спрятаться, будет съеден. В коже каракатицы находятся миллионы пигментных клеток, благодаря которым она меняет свой цвет и рисунок. Это лучший мастер маскировки среди всех живых существ. Пользуясь этим, этот инопланетянин подводного мира буквально завораживает краба и медленно приближается к нему. Однако на горизонте появилась акула, главный враг каракатицы. Пришло время и самой спрятаться. Когда опасность миновала, каракатица начинает все по новой. Тот же завораживающий прием и молниеносная атака. Атакует она с помощью своих щупалец, спрятанных в специальных карманах под глазами. Они выстреливают только в момент атаки. В Австралии обитают одни из самых больших каракатиц. Они могут вырасти до 60 сантиметров в длину. В конце лета множество этих особей собираются для того, чтобы спариться. Как часто принято в животном мире, самочку получит самый сильный самец. Среди всего разнообразия каракатиц находится настоящий Голиаф. Он отвоевывает себе право спариться первым. Каракатица относится к головоногим моллюскам. Это родственник осьминогов и кальмаров. Обитают они преимущественно в морских водах, и, как я уже говорил, они лучшие мастера маскировки. Их тело, словно зеркало, отображает все, что окружает каракатицу. Она копирует даже то, что не встречается в морях. В случае опасности, как и осьминоги, каракатицы могут спасаться тем, что выпускают чернильную жидкость, отпугивая противника. Отлив обнажил пастбище водорослей, проросших на камнях. Сотни крабов спешат к этому месту.
Они прыгают по камням, стараясь избегать воды. И не напрасно. Это цепная мурена, специалист по ловле крабов. Ее острые зубы с легкостью разгрызут панцирь. До островка еще далеко, и краб продолжает свой путь. Мурена – обитатель океана, но при необходимости может выползти и на сушу. Крабу все же удалось добраться, и теперь он утолит свой голод. Одно из главных блюд у мурен – это осьминоги. Мурена может разорвать его на части. Эти животные довольно большие и достигают длины 3 метров. Это покажется невероятным, но иногда мурена атакуют даже небольших акул. После недолгой битвы мурена почти проглотила акулу. Но той все же удалось выбраться. Ну а вот что бывает, когда приплывает акула побольше. Мурена как может дает отпор. Но у них слишком разные весовые категории. На дне океанов обитает удивительное существо. Оно очень медлительное и практически не умеет плавать. Вместо этого оно ходит по дну на видоизмененных плавниках. Это рыба, и для рыбы у нее очень странные пропорции тела, чем-то напоминающие лягушку. Ее и назвали рыба-лягушка. У нее очень хороший камуфляж, помогающий слиться с местностью. Они прекрасно чувствуют себя в коралловых рифах и нападают из засады. Рыба-лягушка медлительна во всем, кроме атаки. У нее
самая быстрая скорость атаки из всех позвоночных. Трудно что-то разглядеть даже в замедленной съемке. Внешний вид их разнообразен и связан с местом их обитания. Они умеют подстраиваться под окружающую среду. Одна из самых интересных рыб-лягушек – это волосатая рыба-лягушка. Она предпочитает селиться в кораллах, там она почти незаметна. И в отличие от других видов рыб-лягушек, над головой у нее есть отросток. Он дает ей преимущество, так как с помощью него волосатая рыба-лягушка может приманить к себе жертву. Она открывает огромный рот, создавая вакуум, и ближайшая жертва в доли секунды всасывается внутрь. Она съест все, что пролезет в ее огромный рот. Но такая рыба, как камбала, является проблемой. Я уже говорил, что рыба-лягушка очень медленная, но иногда, чтобы ускориться, она применяет интересную технику. Рыба проглатывает воду и из отверстий сзади выбрасывает ее наружу, создавая реактивную струю, которая заметно увеличивает ее скорость. Этих древних существ называют рыбами-ведьмами или миксинами. Но больше это существо напоминает червя. У него есть череп, но нет скелета. По бокам его тела расположено множество крошечных отверстий. Они выделяют слизь, которую используют для защиты. Она настолько противная, что многие морские хищники буквально плюются от нее. Слизи выделяет рыба-ведьма огромное количество. Но можно еще больше ужаснуться, увидев ее рот. Это будто существо из фильмов ужасов. Все эти ряды зубов предназначены лишь для одного – вгрызаться в жертву и выедать ее изнутри. Кормление миксин выглядит отвратительно. Рыба-ведьма, пожалуй, одно из самых мерзких существ на планете. В морских глубинах обитает множество удивительных существ. Морской огурец или галатурия – один из таких. Всего известно более 1000 видов морских огурцов. Некоторые из них очень длинные и способны вырастать более 3 метров в длину. У рта галатурий имеются щупальца, с помощью которых они собирают еду с морского дна и отправляют в рот.
В какой-то степени они выполняют функцию санитаров моря. Дышит морской огурец с помощью ануса. По соседству с галатурией обитает интересная рыбка-жемчужница. Она маленькая и беззащитная, но очень хитрая. На открытом пространстве, где спрятаться от опасности негде, эта рыбка все же находит себе убежище. Этот морской огурец не имеет щупалец, а пищу всасывает вместе с илом в рот как пылесос. Затем из его ануса выходит отработанный ил. Рыбка-жемчужница посчитал его анус отличным домом. Там она будет в безопасности, так как морские огурцы мало кому интересны в качестве пищи. Она не вредит галатурии, но проблема заключается в том, что рыбка не против принять в свой новый домик гостей. Некоторые виды морских огурцов используют мерзкий способ защиты, который прекрасно отпугивает врагов. Как только их коснется рыбка, из анального отверстия выпускаются свои собственные кишки. Они липкие и противные. Враг, как правило, отступает. Про существа, которые не вписываются в привычные нормы внешности, часто говорят, будто они не с нашей планеты. Рыба-луна идеально для этого подходит. Действительно, для рыбы у нее крайне необычный внешний вид. Она практически круглая и сильно приплюснутая по бокам. Ее плавники расположены сзади, а хвостовой плавник вообще отсутствует. С таким строением тела передвигаться не очень удобно, а передвигаться быстро вообще невозможно. Поэтому эти рыбы крайне уязвимы. В ее жизни столько опасностей, сколько не снилось большинству видов животных на планете. Как и у других рыб, жизнь рыбы-луны начинается с вылупления из икринки. Новорожденный малек размером с песчинку, в нем 2,5 мм длины и меньше грамма веса. Его могут съесть вообще все. У юной рыбы-луны нет ни яда, ни нормальных плавников, чтобы сбежать. Единственная сомнительная защита похожего на овал детеныша – несколько шипов, торчащих во все стороны. На этом этапе жизни рыбы гибнут миллионами. Малышу нужно обладать огромным везением, чтобы просто выжить. Одно хорошо – раздобыть пищу ему несложно. Рыбка таких размеров может кушать и планктон. Малек кушает в 3 горла и округляется чрезвычайно быстро. Вскоре одного планктона рыбе-луне становится мало, и она переходит на добычу покрупнее – мальки, креветки и водоросли. Ей самой тоже начинают интересоваться хищники крупнее, быстрее и умнее. Сотни тысяч рыб гибнут на этом этапе. Но те, кто выживут, лишатся своих шипов и приобретут самые странные плавники на планете. У этих рыб нет ни хвоста, ни хвостовых плавников. Их роль выполняет спиной и анальный плавник, которые срослись в единую лопасть сзади. А перемещение осуществляется за счет движения брюшных плавников, один из которых переполз на спину. Самое странное, что это работает. Крейсерская скорость взрослой рыбы аж 4 км в час, а за день она проплывает до 26 км. За 15 месяцев наблюдений рыба-луна весом в 26 кг увеличила свою массу в 15 раз. Она стала весить 399 кг. И это не предел. В дикой природе встречаются рыбки весом до 1,5 тонны. Большая часть хищников не в силах скушать такую громадину, она им не по зубам. Прочная шкура усилена хрящевой прослойкой толщиной в несколько сантиметров. Но акулы, касатки и морские котики с радостью отцапают от рыбы-луны кусочек. Причем в прямом смысле. Хищники часто отгрызают кусок мяса и уплывают, позволяя живым остаткам дрейфовать дальше. Ключ к выживанию этих гигантов – высокая плодовитость. За один заход самка рыбы-луны откладывает до 300 миллионов икринок. А за всю жизнь она может стать матерью 3 миллиардов детей.
Закон больших чисел гарантирует, что хотя бы парочка из миллионов мальков выживет. Они станут тяжелее в 6 миллионов раз и дадут начало новому поколению слабых, медлительных, но невероятно активно плодящихся рыб-лун. Многие любители подводного плавания приезжают на Красное море, чтобы насладиться его красотами и полюбоваться на разнообразных морских обитателей. Для них разработано много подводных маршрутов, один из которых проходит через Сату-Грей. Это крайне необычное и забавное зрелище. Сату-Грей представляет собой множество змееобразных рыб, торчащих из песка, словно большие травинки. Порой количество таких стебельков может зашкаливать за несколько сотен, и все они медленно покачиваются в такт течению. Но стоит только сделать резкое движение в их сторону, как за доли секунды эта подводная полянка исчезает в песке. Эти стебельки есть не что иное, как рыбки, принадлежащие к отряду угреобразных. Длина тела взрослой особи садового угря может достигать 40-50 сантиметров, из которой на поверхности видно только 2/3. Оставшаяся треть спрятана в узкой, но глубокой норке. Диаметр тела этих рыб составляет всего 1,5 сантиметра. Питаются они дрейфующим зоопланктоном, который добывают, направив раскрытые рты против течения. Главным орудием строительства норок является хвост. Он сконструирован специально для копания. Кожа на хвосте толстая и плотная, поэтому никакие царапины от песчинок им нипочем. Также на хвосте располагаются особые клетки, выделяющие слизь. С ее помощью песок на стенках норки слипается и не осыпается. В своих норах они проводят практически всю жизнь, покидая их лишь в брачный период. На этом канале вы увидите короткие интересные ролики из мира животных. Если нравится подобный контент, то подпишитесь и посмотрите другие ролики на канале.